Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами народные приметы на 12 ноября. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которую чествуют в этот день, а также уделим внимание народному календарю и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 12 ноября. Давайте далее все более подробно в этом видео. Итак, 12 ноября православная церковь почитает память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Они родились в благочестивой семье, но, к сожалению, рано осиротели. От родителей им досталось большое состояние. Молодые люди убедились в суете всего мира и решили свое имение продать, а деньги раздать нищим. Они начали жить в добровольной нищете и проповедовать христианскую веру. В награду за этот поступок брат получил дар чудотворения. Он с помощью молитвы мог исцелять больных и страждущих. За это жители города избрали его епископом. После прихода к власти императора Диоклетиана начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновия арестовали и потребовали отказаться от Иисуса Христа, но он был непреклонен в своих убеждениях, и за это его подвергли страшным пыткам и мучениям. Узнав о случившемся, сестра сама явилась в суд. Так как Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры, их казнили. Также в этот день церковь чтит память озернянской иконы Божьей Матери. Наши предки в этот день обязательно посещали храмы и делали это с самого утра, потому что 12 ноября все отмечают еще одно важное событие. Это день озерянской иконы Божьей Матери. И по традиции наши предки заказывали в этот день молебны о здравии и поминовении живущих и ушедших родственников. В молитвах, обращенных к озерянской иконе Божьей Матери, к священномученику Зиновию и мученице Зиновии, православные просили исцелять близких от последствий тяжелых переломов, а также болезней, связанных со зрением и со слухом. Также, друзья, мы в описании к этому видео оставим вам молитвы, которые вы можете прочитать в этот день 12 ноября. А вот в народе 12 ноября отмечался народный праздник под названием Синичкин день. Да, в былые времена эту дату еще называли по-другому, как Зиновий день, День Зиновия, Синичкин праздник, Синицын день, праздник охотников. Название Синичкин праздник этот день получил, так как считается, из-за того, что к 11 ноября, как правило, уже прилетали все зимние птицы, в том числе и синицы, снегири, свиристели. Еще один вариант названия. На Руси синицу называли Зинькой, чтобы было созвучно с именами Зиновий и Зиновия. Синиц любили и подкармливали, мастерили для них кормушки, и первое массовое появление синиц около домов считалось признаком приближающихся больших холодов. В старину говорили: «Подкорми птиц зимой, послужат тебе весной». Также были и присказки про синиц: «Немного Зинька ест пьет, а весело живет». Или «На Зиновия Зиньки-синички целыми стаями слетаются и песенки поют». Кроме того, этот день еще 12 ноября считался праздником охотников, которые выезжали в это время на первую порошу. В старину верили, что в этот день надо затравить хотя бы одного зайца, который называется именинником, чтобы охота зимой была удачной. Добыв косого, говорили: коня положили, до зайца уходили. Или цена зайцу 2 денежки, обижать 100 рублев. Плохой народной приметой в этот день считалась встреча на охоте с волком, а для хорошей охоты и рыбной ловли использовались обязательно в этот день специальные магические слова. Ну и, конечно же, в этот день по поведению птиц предсказывали погоду. Считалось, что если синица
пищит с утра, то это говорит о том, что в ближайшее время будет мороз. Если волнуется, кружится и клюет кору деревьев, это к ненастью. Если прилетает к дому и садится на окне, это к скорой зиме. Но если снег порушит, то за морозом спешит. Также обращаем ваше внимание, 12 ноября наши предки почитали синиц, и поэтому обязательно делали для них кормушки. И вы, если у вас есть время и желание, благо выходной день, сделайте кормушки. Обязательно кормите птичек, вне зависимости, это синицы или какие-либо другие. Помните о том, что они также живые существа, и им тоже нужна наша поддержка. Ну а наши предки верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме. Обращаем ваше внимание, 11 ноября было принято поздравлять овчаров и пастухов, а вот 12 ноября отмечали праздник охотников и рыбаков. В некоторых районах в это время звероловы собирались на промысел. По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды. Люди верили, что именно вот такие вот специальные магические ритуалы помогут привлечь удачу. 12 ноября охотнику нужно было обязательно выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хотя бы одного зайца. Если это сделать, то весь следующий год с промысла человек будет возвращаться с добычей, и фортуна будет во всем улыбаться. Первого пойманного зайца в народе называли именинником. На следующий день, 13 ноября, праздник рыбаков и охотников, как правило, продолжали отмечать. У охотников была интересная традиция договариваться с лешим, чтобы он следы в лесу не запутывал, помогал больше дичи отловить и защищал людей от диких животных. В свою очередь охотники обещали лешему, что не будут вытаптывать траву, ломать кустарники, деревья, бить много зверей, а также трогать животных с детенышами. Если человек же не сдерживал обещания, то леший мог сильно рассердиться и наказать его, запутать следы, отхлестать ветками по лесу, напустить болезнь, испугать или наслать диких зверей. Поэтому прежде чем отправляться на охоту, люди, которые занимались этим промыслом, обязательно читали специальную молитву. А вот у рыбаков 12 ноября в этот день был свой обычай. Они перед тем, как идти на рыбалку, трижды молились. Первую же рыбку отпускали, чтобы она привела своих сородичей. А если сети были полные, пировали прямо на берегу водоема. А вот молодые люди, которые мечтали увидеть мир, путешествовать, посмотреть, что и как, 12 ноября просили у синички помочь им в этом. Для этого шли к кормушке, клали туда кусочек сала. Как вы знаете, сало – это любимое лакомство синичек. И говорили такие магические слова: «Синичка, птичка, ты много летала, столько повидала, и я хочу все узнать, 100 дорог истоптать. Прошу тебя, благослови, дорогу мне покажи, аминь». После трижды обходили кормушку по часовой стрелке и уходили. Обычно после этого ритуала весной, когда улетали синицы, собиралась в дорогу и молодежь. Также в это время полагалось собираться всей семьей. Как правило, готовили праздничный обед 12 ноября, поскольку ограничений, связанных с мясной едой, на этот день не было. Хозяйки подавали к столу блюда из куриного, свиного и говяжьего мяса. Не забывали про квашеную капусточку, соленые огурцы, помидоры и грибы. Но королями стола были блины и пироги. Каждая семья имела свои рецепты их приготовления, которые, конечно же, хранились в тайне. В Синичкин день разрешалось выпить немного алкоголя. Крепкие напитки в этот день не употребляли. На столе были наливки из ягод, приготовленные именно мужчинами. Именины 12 ноября отмечают Максим, Анастасия, Александр, Леонид, Петр, Степан и Семен. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами, пожелайте всего самого наилучшего. Помните о том, что внимание дороже любых денег.
Люди, рожденные 12 ноября, по знаку зодиака Скорпион, они обаятельны, успешны в разных при этом сферах деятельности, имеют много талантов, любимому делу отдаются даже с фанатичным рвением. А вот по мнению наших предков, в этот день рождаются люди, которые имеют много талантов. Из достоинств это то, что они могут легко добиваться успеха в разных областях. Правда, есть у людей, рожденных в этот день, 12 ноября, и недостатки. Это то, что они обладают достаточно сложным характером. А вот в качестве талисмана им следует носить хризолит. Если вы подвержены магическим воздействиям со стороны ваших врагов, то непременно приобретите себе браслет из красного камня, который при постоянном ношении станет для вас прекрасным оберегом. Люди, рожденные в эту дату 12 ноября, от природы обладают кротким нравом и чистыми помыслами и нуждается в мощной защите, поэтому следует им носить амулет из хризолита, минерал, который отпугивает злых духов и темные силы. Он способен помочь своему обладателю наладить взаимоотношения с окружающими людьми, избавить от зависти и снять даже нервное напряжение. А вот сны, увиденные в ночь с 11 на 12 ноября, стоит рассматривать как предсказания. Каждый сюжет сновидений будет отдельным символом или даже намеком. Чтобы интерпретировать приснившееся, необходимо вам включить интуицию на полную, потому что именно ваши ощущения подскажут верную трактовку снов этой ночи. Так, если вы увидите какое-то объективно правильное и хорошее действие со стороны, например, вы спасете животное и так далее, но это вас совсем не радует, то значит стоит пересмотреть свое поведение в реальности. Возможно, то, что вы расцениваете как благо, вовсе им не является. В сновидениях этой ночи можно попробовать найти ответ на интересующий вас вопрос. Для этого перед отходом ко сну необходимо произнести вслух то, что вас гложет, а после пробуждения обязательно записать увиденное. Если в течение 6 суток вам удастся сохранить спокойствие и душевное равновесие, то озарение не заставит себя долго ждать. Что же можно было делать в этот день, 12 ноября, по народным приметам? В Синичкин день, в Синичкин праздник нужно обязательно покормить птиц, которые прилетят к вашему окну. Тогда это привлечет удачу в ваш дом. Молодым девушкам в этот день полезно поесть мясо зайца или кролика, чтобы привлечь поклонников противоположного пола. Ну а для приготовления выпечки в этот день лучше взять муку нового помола, на которую трижды прочитать молитву «Отче наш». После взять 3 ее жмени и просеять сквозь пальцы, чтобы и все горести также уходили, не оставляя никакого следа. Что же нельзя делать 12 ноября по народным приметам? Итак, друзья, в Синичкин день нельзя готовить блюда из прошлогодней муки. По народной примете могут вернуться прежние проблемы и неприятности. Для приготовления выпечки в этот день лучше взять муку нового помола, на которую трижды прочитать молитву «Отче наш». После взять 3 ее жмени и просеять сквозь пальцы, чтобы и все горести также уходили, не оставляя никакого следа. 12 ноября нельзя продолжать путь по дороге, через которую перебежал заяц. Это верная народная примета к неудаче. Нужно пойти по другому маршруту. Если же такой возможности нет, то следует сделать 5 шагов назад спиной. Считается, что тогда дурная народная примета не сработает. Не разрешается в Синичкин день равнодушно проходить мимо синиц. Их надо обязательно покормить. Тогда очень скоро в жизни случится большое счастье. Поэтому так важно, чтобы 12 ноября с собой было зерно, хлеб или другая еда для этих птичек. Запрещено в Синичкин день незамужним девушкам есть говядину и свинину, иначе вся красота уйдет. Им надо отведать зайчатины, чтобы быть популярной у сильного пола. А вот охотникам и рыбакам 12 ноября нельзя сидеть дома, иначе в будущем их будут ждать одни разочарования в своем деле. Однако нельзя забывать, что перед тем, как войти в лес, охотникам следует задобрить лешего, оставив ему сладкий пирог на пеньке.
Рыбакам же необходимо первый сегодняшний улов тут же отметить на берегу, тем самым нужно задобрить водяного. Также нельзя 12 ноября выгонять из дома залетевшую синичку, поскольку она несет за собой веселый праздник и приход желанных гостей. Ее нужно покормить и только после этого выпустить на волю. А если же птичка села на руку, то это большое счастье, так как эта народная примета говорит о том, что у вас исполнится в самое ближайшее время самое заветное желание. Ну и последнее, что нельзя делать 12 ноября, не стоит просить соль взаймы. Дело в том, что есть одна верная народная примета: если откажут в синичкин день, это к большой и к затяжной ссоре. Вот такой, друзья, у нас с вами день 12 ноября по народным приметам и по церковному календарю. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.